Всем привет! Итак, в этом видео я решил снять для рубрики «Назад в прошлое» еще одно видео. И в этой серии мы запустим, внимание, целых 10 игр на ультра 8К. И по традиции это будут игры, которые которым уже минимум 10 лет, а самые старые из них им уже по 20 или даже по 25 и больше. Но что самое интересное, все они будут запускаться в разрешении 8К или 8К, и это не просто в 2 раза по 4К. Нет, это 4 раза по 4К, потому что если умножить 7680 пикселей на 4320, то получаем 33 миллиона 177 тысяч пикселей против 8 миллионов 300 тысяч пикселей в 4К. То есть это в 4 раза больше, и в нашем случае я решил пойти еще дальше и даже малость поднял разрешение до полноформатных 8К. Это 8192 на 4320 пикселей. Короче, это на 2 миллиона пикселей больше, чем в обычном 8К. Ну и в общем вкратце 8К это 16 ваших мониторов в разрешении Full HD, и вытянуть такое разрешение можно только на серьезной видеокарте. В моем случае тестировать я буду на своем компьютере с видяхой RTX 3070 Ti и процессором i4 11400F и 32 оперативы. Изначально я хотел протестировать все это через DSR на новом китайском ноуте. В нем тоже стоит видяха мощная и проц, и видеокарта там RTX 3070. Но есть небольшая особенность этой машины, в ней 16 оперативы, и я захотел поставить еще 16, чтобы было 32, но эта память приедет уже не очень скоро, придется подождать, и поэтому было решено все же использовать мой рабочий компьютер, о котором я снимал видео буквально недавно. Что насчет ноута, то это весьма, интересная модель, он полностью металлический, мощный и стоит дешевле, чем его конкуренты. О нем я тоже делаю сейчас видео, но это будет уже потом, а сейчас, конечно же, не об этом, а про запуск игр 8К. Это проект «Назад в прошлое», и прежде чем вернуться в прошлое, сделаем паузу и вернемся в современное и настоящее. И я думаю, зрители заметили уже, как я множество раз повторял слова о качественных компонентах продукта и обязательствах компании. И раз уж речь зашла о стабильности, то кроме техники существуют еще и дата-центры и рабочие серьезные сервера, от надежности которых зависит стабильная работа многих сайтов и приложений. И сегодня обеспечить бесперебойную работу любых сервисов от онлайн-доставок до соцсетей помогает Selectel. Это один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры. Решение Selectel позволяет добиться максимальной надежности IT-систем и обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры независимо от внешних условий. При этом риск потери данных минимален. Даже в случае инцидента Selectel гарантирует доступ к восстановлению данных за секунду. У Selectel есть локации в 3 странах, 6 собственных дата-центров в России и 2 партнерские площадки за рубежом. И за счет этого можно создать надежную распределенную инфраструктуру на базе нескольких независимых площадок, а развернуть инфраструктуру и управлять всеми продуктами можно просто в одном окне браузера через удобную панель my.selectel.ru. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, оставляйте вашу заявку на сайте и разверните отказоустойчивую инфраструктуру проекта в Selectel. Всем удачи! Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем запускать игры. Первым в этой десятке будет самый старый проект, которому уже 20 лет с лишним. И закинем сперва на 8К на ультра. Это у нас вторая Diablo, что вышла в 2000-х. Но, внимание, это не обычная Diablo, что вышла там 20 лет назад, а это абсолютно новая, то есть ремастеред, и она у нас появилась уже абсолютно недавно. Она имеет у нас, обновленный полностью движок и даже поддержку DLSS имеет в наличии. И всякие там динамические тени, все это, по идее, должно было сильно упростить, скорее всего, жизнь видеокарты. Но мы видим с вами обратную картину, и в 8К даже DLSS не очень выручает в нашем случае. Причем я ставил разные режимы DLSS, там и качество, и производительность ставил, и минимальные эффекты, все равно 8К у нас не больше 10-15 FPS. И в случае, если вы обладаете дома монитором или телевизором 8К, а они, кстати, уже подешевели и стоят не 500 тысяч, а 499, в общем, 8К у вас все-таки не получится запустить Diablo Resurrection с обновленным движком. И только если перейти в режим ретро, а там есть, кстати, такой режим, там одной клавишей можно его поменять, то только в таком случае Diablo 2 запустится в 8К. И выдает он у меня примерно 200 FPS или даже чуть больше. Конечно, в таком виде явно уже все не так кошерно визуально, в отличие от обновленной ремастеред. Я бы даже сказал, это абсолютно две разные игры, и поэтому пока что в первом тесте у нас не очень, скажем
так, результат в Diablo 2, можно сказать, что с одной стороны можно хотя бы вот вспомнить молодость на старой версии ретро, а с иной стороны, то есть в обновленной версии у нас работает все 10 кадров, и это довольно печально. Окей, друзья, идем далее. Теперь чуть усложняем задачу и запустим Remastered Command and Conquer, первая часть. Да, это вообще предельно старье, то есть она вышла, эта стратежка, еще в 1995-м. Боже, ей уже скоро там 27 лет, и я помню ее даже на первой PlayStation, на 2 дисках. Это была просто шедевр. И вот сейчас вышел Remastered, но в отличие от Diablo тут ничего не стали менять, текстуры там полностью старые, просто портировали в высоком разрешении. Вот и все. Получилось более чем удачно. Видим с вами почти 1500 FPS, то есть это 1500, и можно было даже ставить, не знаю, там не 8К, 20К, 30К, все равно я бы, думаю, то есть вытащил бы компьютер. Ну и, кстати, прикольно смотрится даже в 2022 сей шедевр. Да, конечно, тут все из кубиков состоит, хотя в Майнкрафте, то есть в Майнкрафте тоже все кубическое, но так или иначе это эпичная RTS в реальном времени, я бы даже сказал, то есть базовая стратежка, из которых уже потом вышли всякие там Warhammer 40 тысяч и так далее. Однозначно советую любителям старья скачать. Я лично скачал его из Game Pass, там бесплатно раздают ремастер. В общем-то, друзья, всем вам советую. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Affirmative. Ну и это была у нас, в общем-то, 9-я Command Conquer, а сейчас у нас 8-е место. Я бы хотел на это место поставить 3-ю часть Doom. Эта часть вышла в далеком 2004-м. Это было, по сути, новшество в мире визуальных движков и, наверное, одна из самых первых, кто применял в своей практике шейдеры. В прошлом это крайне требовательная по железу 3-я часть, именно по железу. А я напомню, в 2004-м были видеокарты типа там MX 440 без шейдеров и всякие там GeForce 4 Ti с шейдерами. Ну, в общем, это первые видеокарты с пиксельными шейдерами на 8-м DirectX. Одним словом, это был вот настоящий прорыв в индустрии. Как и сейчас, не знаю, там Киберпанк с его запредельными требованиями к железу. Ну, как сказать, вот поэтому Doom 3 даже спустя 18 лет все еще очень даже прилично смотрится. Я бы даже сказал, местами лучше, чем большинство современных вроде Гульман 4 и прочих. Насчет 8К на ультра настройках, то в нашем случае 3070 Ti без проблем выдает больше 100 кадров в секунду. Примерно там 120-110. Бывает, конечно, местами просадки до 80, но это скорее проблема именно движка и оптимизации. Под железо 18 лет спустя здесь, конечно, будут некоторые сложности. Что ж, продолжаем тестировать, и следом у нас на 7-м месте, не побоюсь этого слова, легендарная первая часть Halo. Вышла она в 2000, по-моему, первом, то есть ей уже 20 лет, и я лично прошел ее именно на первом здоровенном Xbox. Да, была такая еще консоль, черная, здоровый такой ящик, здоровенный, и там это была и есть, наверное, я думаю, лучший самый эксклюзив, скажем так, на уровне The Last of Us для PlayStation. Точнее, это уже не совсем эксклюзив, все части уже вышли на ПК, но самое интересное, я решил взять для тестов именно новую часть, обновленную ремастер под названием Halo Anniversary, вроде бы так. И тут уже все довольно визуально изменилось. Однозначно все стало заметно детализирование, больше эффектов, больше сложных теней и освещения. И даже сейчас, в 2022, я прям серьезно, знаете, задумался, а не пройти ли мне заново все части. Я и так, в принципе, прошел все части, кроме вот именно версии Halo Reach, но теперь снова вот с новой картинкой, я думаю, будет все-таки поприятнее пройти. Что насчет первой части, то у нас тут нет уже 120 FPS на ультра 8К, но все равно смотрится все довольно прикольно, сочно, и видим порядка 60, местами 55-70 FPS. То есть в целом держится на стабильных 60 с небольшими просадками или поднятиями до 70. Стрелять можно комфортно, все работает отлично. Скачать ее можно тоже в Game Pass. Нет, это не реклама для Microsoft Game Pass, это просто там куча всякого старья, я лично выкачиваю именно для версии для компьютера, это удобно и нет смысла пользоваться всякими там торрентами стрёмными и так далее. В общем-то, рекомендую.
Итак, друзья, движемся далее. Теперь на 8К наступает еще один культовый проект, который я знаю, то есть я не знаю почему, но не получил продолжение в наши дни. И это BioShock, и у нас в данном случае первая часть. И она вышла, внимание, 15 лет назад, в 2007. Хотя нет, конечно, были там и вторая часть, и даже третья, то есть Infinity, но все эти части я уже прошел, но вот именно больше не было продолжения. И после третьей части просто шедевральное, как бы все, больше ничего не выходило. Вышла последний раз третья часть в 2013, и больше спустя 9 лет не было новостей, кроме той, что якобы там идет сейчас какая-то работа над четвертым продолжением, и вот и все на этом информации у нас не имеется, даже ни одной картинки. Скорее всего, ничего там на самом деле нет, никакой четвертой части и не будет, но как бы в моем случае, ладно, уже забудем, я решил просто протестировать опять-таки ремастера, тут немножко обновилась первая часть, визуал тут сделали поинтереснее, ну как бы все стало довольно вот симпатично, малость, ну и добавили еще текстурки HD в высоком разрешении, поэтому 8К на ультра у нас местами бывает даже просадки до 45 или поднятие до 120. В общем-то, странно, конечно, работает BioShock, не совсем у нас стабильный фреймрейт именно в 8К, ну как бы скорее всего в обычном Full HD у вас все будет отлично. И да, эту франшизу я тоже советую зрителям пройти, вот именно обязательно, там цельная история из 3 частей, да и требования к железу очень даже низкие. В общем, замечательный BioShock для слабых компьютеров, всем советую. Что ж, ну а теперь у нас наконец-то, друзья, 5-е место, и тут у меня немножко странный проект, это ролевая Dragon Age, 2 часть, и уже ей больше 20 лет. Я не знаю, слышали ли хоть кто-то из зрителей про эту серию игр, наверное, скорее всего, вы помните только старенькую часть Инквизиция, то есть это последняя, да, это продолжение было она, то есть Инквизиция не очень зашла людям, и все еще считается, что именно 2 часть была самой удачной в этой серии. Я лично не являюсь прям вот поклонником франшизы, и я пытался пройти именно последнюю часть, ну та, что Инквизиция, но что-то вот не очень она такая интересная там история, да и сами бои, они как бы, ну, наполовину в реальном времени, наполовину пошаговые. Короче, я знаю, есть множество фанатов серии, и есть те, кто вообще, то есть не вкурил Dragon Age, однако 8К на ультра тут не очень, конечно, высокие требования, и получается в среднем, что видим 35-50 FPS, то есть комфортными 60 тут явно не пахнет, но тем не менее это не Diablo 2, что выдает 10 FPS, так что можно даже пройти и 8К. Хотя, конечно, очень странно, что в 2022 8К пройти что-то 20-летней давности, но здесь уже, знаете, у каждого свои вкусы. Однако все работает и на ваших экранах старая игрушка 20-летней давности. Окей, движемся вперед. Итак, на 4-м месте у нас не совсем прям древняя, но я бы даже сказал нормальная, почти современная первая часть метро «Последний луч» или «Последний свет», и это версия Redux, то есть немножко дополненная, то есть или дополненная, ну, короче, вышла первая часть метро в 2013-м, ей скоро уже 10 лет, однако требования у нее все еще очень высокие, даже для, ну, как, ну, не прям сильно высокие, но для сегодняшних компьютеров не везде прям все работает замечательно, вот даже этому, то есть, к примеру, вот сейчас 8К на ультра 45-60 FPS. То есть это нормальный результат, но 60 FPS бывает не очень часто, особенно на поверхности и особенно в перестрелках. Так что в среднем можно сказать, что 45-50 кадров. Также не является, то есть я не являюсь поклонником метро, я все еще не прошел последнюю часть, хотя и Сталкер тоже для меня не самая любимая серия. Не знаю, почему-то вот мне возможность, то есть сама атмосфера, что я вижу в метро и в Сталкер, мне такая вот, она довольно знакома именно в реальной жизни. И снова, то есть выживать в таких же условиях в этом мире мне не очень хочется, если честно. Меня больше тянет, знаете, в такие сказочные, фэнтезийные шутаны, вроде там BioShock, Doom, Quake, Halo и прочие. Вот не люблю я эти все реалистичные шутаны, не знаю. Но, конечно, фанатов серии Метро полно, прям вот людям очень нравится, вопросов нет. Метро — это отличный с точки зрения технический проект, наверное, даже идеальный. Именно первая часть и вторая, и сюжет там тоже, насколько я слышал, прям, ну, очень интересный. Так что, будь у вас 8К монитор, обязательно пройдите, если вам, конечно, понравится.
Итак, мы наконец-то добрались до тройки самых мною уважаемых игр прошлых времен, и начнем мы с космо-ужастика от третьего лица. Это Dead Space. Признаюсь, я прошел все части уже давно и жду новую этой осенью под названием Callisto Protocol. Хотя это не совсем Dead Space, скажем так, но все равно там копия механики и все эти космические твари. В общем-то, Dead Space это просто эталонная вещь, в прямом смысле слова вещь. С удовольствием прошел все три части. В первой 8К на ультра у нас 120-130 FPS. Сама игра хоть и старенькая, но все равно она, я думаю, более криповая, чем Резиденты всякие, особенно последние части. В общем-то, там все довольно весело, а здесь вот, мне кажется, все довольно по-серьезному. Если вот честно, то в жанре хоррор, вот прям, наверное, Dead Space это вторая после Silent Hill именно по уровню атмосферы ужаса. Большего количества, то есть постоянных скримеров, я думаю, сложно встретить, чем Silent Hill или там Dead Space. Это если ваша психика позволяет вам справиться с постоянной темнотой и резкими перепадами света, то однозначно советую вам. А если все же вам, то есть, не рекомендованы такие условия, то лучше и не стоит. Я сам с трудом прошел все эти три части, не без удовольствия, но стрёмно, конечно, да, однако это 10 из 10, если есть желание как бы проверить свои нервишки. Движемся далее. Итак, друзья, на втором месте речь идет у нас теперь про вторую часть Assassin's Creed. И это странно, потому что среди всех частей я выбрал именно вторую часть. Ну, во-первых, последняя часть, что я прошел, была третья. Все остальные я прошел почти на 50%, но и дальше уже я закинул там в серию Assassin's Creed. Однако вторая часть мне запомнилась больше всего, потому что именно с нее я начал историю, то есть я начал изучать всю эту историю Анимуса или Анонимуса. Ну, короче, в общем, вторая часть запала мне в память. Нет, это не шедевр, далеко не лучшая из всех серий Ассасинов, однако вот среди всех я почему-то запомнил именно вот вторую часть. Не знаю, запала она мне просто в память. В любом случае на Ультра 8К у нас 60 FPS, и тут стоит лог на фреймрейт, так что больше 60 и не получится. Ну и спасибо, не особо расстраиваюсь, все равно отлично все работает. Ben trovato, доктор. Fratelli auditori. И вот теперь, друзья, мы добрались уже наконец-то все же в конце видео до последней, то есть 10-й, то есть первой, короче, до первой игры в этом списке, и я думал очень немало времени, что же поставить на первое место. И так, чтобы это прям было мотивацией из моего прошлого. И я вспомнил, что в юности я увлекся второй части Crysis и прошел ее, причем прошел ее именно с третьей попытки, потому что 3 раза я пытался выбрать под нее видеокарту, что прям вот классная видеокарта, и было там хотя бы 40 FPS на средних 720p, внимание. И я помню, что я как придурок продавал всякие там и покупал видеокарты, и наконец-то добрался до GTS 450. И вот уже с третьей, по-моему, там с 4-й попытки я наконец-то прошел вторую часть, потому что в то время особо, знаете, не было всех этих ютубов, там не было где там сравнить видеокарты, проверить тесты. Просто люди брали какую-то видеокарту, и там уже по факту ты определял, потянет она или нет, потому что я хотел именно пройти вторую часть с нормальной картинкой, не на минималках, и вот в то время вообще как бы не было у меня особо денежек, и я продавал какие-то там свои вещи, вроде я очень хотел, что вторая часть была, то есть у меня прошлась на средней хотя бы. Короче, странная была такая манечка, и вот спустя время я снова-таки запустил, но уже 8К на ультрах, и как бы, к сожалению, я снова вернулся в прошлое и получил 15-20, местами там 25 FPS. Это некомфортная цифра, так что, можно сказать, тест провалился. И чтобы получить заветный 5060, наверное, нужно понижать до 4К, а это уже как бы не входит в планы данной рубрики. Наверное, скажем, будь у меня компьютер там с 3090 Ti, скорее всего, я бы получил 60 FPS, но 3090 Ti стоит 30-90 миллионов, и в этом уже особо нет никакой потребности. Вот, что ж, вот такое вышло у меня, в принципе, видео. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Не понравилось, имеете право поставить дизлайк. И напишите, какие игры хотелось бы вам видеть уже в будущем в этой рубрике «Назад в прошлое». На этом у меня все, друзья. Увидимся уже очень скоро. Не прощаемся. Всем удачи. Пока-пока.